Ну что, всем привет! Меня зовут Настя, и вы на моем канале, посвященному моему хобби, всему тому, что я делаю, когда не работаю. А работаю я много, поэтому видео выходит мало. Последний год, 2022, моим основным хобби являлось вязание. Причем, как показали мои заметки, начала я год с вязания крючком, а закончила вязанием спицами. 23-й для меня начинается с бобин. Я никогда не вязала из бобины и пряжи, и это мои первые бобинки. Давайте мы на них посмотрим. Кое-какие бобинки мы распакуем вместе с вами. И я расскажу, что я об этом думаю. Спойлер, я еще не связала ни одного изделия из бобины и пряжи, а только связала образцы. Но изделия не за горами, потому что первые бобинки, которые я вам покажу, покупались под заказ. Пускай они сначала постоят в полиэтилене, а я вам немножко про них расскажу. Ну, во-первых, в силу того, что я в Лондоне, и света у нас здесь нет вообще, и снимаю я под искусственной лампой, цвет бобинок не передается вообще. Дайте мне секунду, я попробую поиграть с теплотой цвета, может быть, станет лучше. Давайте оставим пока вот так. Но я потом попробую с этим что-то еще сделать. В любом случае, на данный момент так бобинки выглядят чуть лучше, несмотря на то, что они в полиэтилене. Эти бобины ко мне пришли не первыми, а вторыми. Но на тот момент первые бобинки продолжали лежать запакованные, потому что я хотела и все еще хочу распаковать их вместе с вами. Эти бобины я купила, потому что мой замечательный муж наконец-то согласился, чтобы я ему что-то связала. Дело в том, что он у меня вообще не мерзнет. А так как мы живем в Англии, точнее в Лондоне, здесь довольно тепло по его меркам, то есть зимой температура редко уходит за минус, и теплая одежда ему не нужна. Но мне повезло. Этой зимой температура в Лондоне вдруг резко упала, и даже днем было -4. Мы вышли на улицу, и вдруг он понял, что ему все-таки не хватает кое-какого аксессуара. Ему не хватало перчаток, потому что руки подмерзали. И пока мы шли по улице, я ему тихонечко намекнула, что если он согласится, я могу связать ему перчатки. Да-да, вы не ослышались, я ни разу не вязала перчатки, но я ему сказала, что я могу. Мало того, я ему сказала, что эти перчатки могут быть того цвета, который ему нравится. Они даже могут подходить под его куртку по цвету. И у них будет именно тот размер пальца, именно та длина пальца, которая его устраивает. То есть они не будут ему коротки, они не будут ему малы. Собственно, пальцы не будут заканчиваться где-нибудь вот здесь. И, кажется, я его убедила. Он сказал: хорошо, поищи мне цвет пряжи под куртку. Я поискала и нашла цвет пряжи. Я вам сейчас вставлю, как этот цвет пряжи, вот сюда вот вставлю, как этот цвет пряжи выглядел на экране компьютера в интернет-магазине. И мы с вами посмотрим, уберем полиэтиленчик и посмотрим, как он выглядит в жизни. Я, конечно же, попробую вытянуть вам максимальный цвет, и, может быть, при приближении он будет передаваться чуть лучше. В любом случае, немножко о характеристике этих бобин. Давайте я их вытащу и буду крутить перед вами. Да, цвет бобинок передается абсолютно неверно, но, учитывая то, что вы видите, можно сказать, что эти бобинки совершенно не похожи на тот цвет, который мне обещал производитель, точнее интернет-магазин. То есть не похожи совсем. Ни засвеченные, ни отсвеченные, никак. Вы видите их скорее синими, они на самом деле уходят в зеленцу. Это такой красивый цвет бирюзовый или цвет морской волны. Я, конечно, попробую что-нибудь с этим сделать. Может быть, смогу вам вставить какую-то картинку, где я смогу сфотографировать и поймать цвет. Но поверьте мне, что он, конечно же, не синий. А главное, он, конечно же, не того цвета, который обещала
который обещал магазин. В магазине он гораздо более зеленый, в жизни он гораздо более насыщенный. И, в принципе, наверное, это моя вина, потому что эти бобинки называются тил. Тил – это действительно именно такой цвет, какой он есть на самом деле. Я думаю, что я так и сделаю. Я найду вам в гугле квадратик цвета Pantone, который тил и который максимально отражает вот этот цвет. Так что он наверняка сейчас вот здесь вот появится. Так что ориентируйтесь вот на этот цвет, пожалуйста. Вот на этот. Так вот, неважно, пряжа пришла. Она пришла в 2 бобинах, и, на мой взгляд, это прекрасно. Каждая бобина весит 250 грамм, и я их взвесила. Мало того, в бобинах не было никаких заметок, поэтому я сама себе сделала что-то типа лейбла. И сама все написала, все, что смогла, потому что иначе просто все забуду. Итак, цвет у него тил, как мы видим. И я написала, что он 700 метров. Я немножечко наврала, он 750 метров в 100 граммах примерно. Вот здесь вот по 2/15 можно посчитать. У меня с математикой плохо. 700 метров это 2/14. Это 2/15, соответственно, не 700, а 750 метров. Собственно, что в этой бобине? 25% кашемира мне пообещали и 75% шерсти. Я не знаю, какая шерсть, хотя нет, знаю, это мериносик. По крайней мере, так заявляет производитель. Давайте посмотрим на саму ниточку чуть ближе. В бобине она выглядит вот так. И это нитка, которая имеет пометку 3 скрутки. Если я правильно поняла, что обозначает 3 скрутки? 3 скрутки обозначают, что здесь 2 нитки, каждая из которых скручена отдельно, а потом эти 2 нитки скручены между собой. То есть, я уже немножко повязала из нее, и вам придется мне, хотя нет, вот можно разобрать и увидеть, что да, это 2 ниточки. Каждая нитка скручена, и между собой эти нитки тоже скручены. Вот. Что еще мне здесь, наверное, потенциально важно? Метраж я уже сказала. Да, я их взвесила, эти бобины, до того, как начала из них вязать образцы. И действительно здесь, я готова сказать, что здесь было 250 грамм на каждой бобине. Кстати, это замечательно, потому что если я буду вязать в 2 сложения с каждой бобинки, у меня будет гораздо меньше узелков. И у меня будет метраж где-то 375 метров на 100 грамм. Вот так вот. Если я правильно посчитала. В любом случае разделите 750 на 2, у вас получится правильная цифра. Вот. Значит, мы посмотрели на нитку. Нитка довольно никчемная, да, вот так вот, если на нее смотреть, она не производит никакого впечатления, потому что она тоненькая, она довольно жесткая, и вяжется из нее как-то так, просто что-то вяжешь. Но спасибо интернету, спасибо ютубам и всем девочкам, которые рассказывают про материаловедение, особенно каналу Коска, который регулярно рассказывает и про бобинную пряжу, и про материалы из этой бобинной пряжи. Я совершенно не испугалась. Меня немножечко расстроило, что цвет оказался не такой, но опять-таки муж его одобрил, сказал да, и я приступила к тому, что начала вязать хоть какие-то образцы. Первые 2 образца, которые я вам покажу, они уже постиранные. Сначала я связала вот этот образец. Значит, что у нас такое? Во-первых, это одно сложение. Можно уже посмотреть на то, что произошло с ниткой после стирки. Да, вы видите, что она так подразбухла, заметненько. Сейчас давайте возьмем оригинал и просто сравним, насколько она стала пышнее. Во-вторых, даже после одной стирки, а стирала я ее эоланом,
довольно знаменитым средством для стирки, по крайней мере, если смотреть YouTube и слушать мастериц. Причем стирала с замачиванием. Да, я думаю, что разница между ниточкой довольно очевидна. Да, вот нитка в пропитке, вот нитка без пропитки. Смотрите, насколько они две разные ниточки, да? И это одна стирка, напомню. Вот, собственно, как стирала, по инструкции закинула в тазик с водичкой тепленькой. Тепленькой, потому что хотела отстирать пропитку. Я подумала, что вдруг там воск. Воск, наверное, лучше теплым отстирывать. Вот здесь вот у меня специально спущена петля, потому что я вязала образец по кругу и планировала считать по нему петли. И для этого я считаю, что мне надо будет вот так вот разрезать, чтобы мне проще плотность просчитать. Но образец очень мягкий. Вы, возможно, уже можете заметить, что из него вышел пушок. Я думаю, что после второй стирки этого пушка станет больше, но он очень приятный. То есть у меня есть свитер из стопроцентного мериноса от Drops, и вот он такой мягкости, конечно, не дает. Он тоже очень приятный, но вот этот прям лучше, давайте так. Что я здесь сделала? Я посмотрела рисинки, конечно же, они, так, есть, нет, и образец очень маленький. В общем, мне было интересно вот это. Пряжа довольно хорошо забилась, и, в принципе, несмотря на то, что я вам сейчас покажу образец из двух ниток, я потом пожалела, что я его связала, потому что он не нужен, он избыточен. Сейчас объясню почему. Кстати, не сказала, 750 метров в 100 граммах, это я вязала на спицах 2. Это двоечка. И когда я его постирала, я подумала, что можно было бы спицы взять даже и поменьше, потому что двоечка так довольно хорошо подзабилась. Сейчас мы попробуем с вами провести эксперимент. Вот, собственно, можно посмотреть, что там происходит на просвет. Да? Эта двойка подзабилась. Вот так вот она выглядит. То есть оно просвечивает, но на самом деле никаких проблем нет. Я уверена, что в этом будет достаточно тепло. Раз уж у меня есть образец из двух ниток, давайте на него тоже посмотрим. Он уже массивнее. И, наверное, это хорошо ощущается именно на ощупь. Он очень плотный. Это во многом моя проблема. Я вязала его на спицах 2,5, а надо было взять хотя бы троечку. То есть он очень прям такой забитый получился после стирки. У него ровно такая же логика. Точно так же есть эта спущенная, недоспущенная петля, потому что я думала, что я буду его резать. То есть я наверняка буду резать вот этот, но, наверное, не буду резать вот этот. Для перчаток и вообще, наверное, для всего на свете в 2 нитки на 2,5 это очень плотно. Я прям, мне кажется, что это просто невозможно. Да? Он очень-очень плотненький. И я бы, наверное, не советовала такой метраж с таким составом на 2,5, если только вам не нужны, не знаю, варежки. Да, вот прям, чтобы совсем-совсем было плотненько. Давайте я в него тоже посвечу телефоном, потому что мне понравилось. Посмотрим, что там будет видно. Так. Вот что-то там видно. Мне кажется, что особо ничего не видно. Да? То есть видно, что где сам фонарик он просвечивает, но вокруг ничего не расходится. Да? То есть вот так вот. И можно сравнить вот с этим товарищем. Да, видите, насколько он лучше пропускает свет. Вот. В общем, на вот этот можно было пряжу не тратить. Но я его связала, и мне не жаль, потому что 2 бобины, конечно же, полкило пряжи на перчатки, это много. Специально брала с запасом, с коварной, хитрой мыслью, что вдруг мужу понравится, и я его уговорю потом на какой-нибудь шарф, или, может быть, на что-нибудь, чтобы уши прикрыть, ровно с той же фразой, что
а вдруг мы пойдем в горы, а вдруг опять будет холодно, в общем, вот такое. Но что еще я могу вам показать из этой ниточки? Дело в том, что пощупав, постирав вот этот образец, я подумала, что, ну, во-первых, мне довольно тяжело вязать на двушке, это довольно мелко, особенно из вот такой вот не очень струящейся, приятной пушистой нитки. Поэтому я решила связать еще один образец. И вот как это выглядит до стирки. Этот образец связан на спице 2,5 в одну нить. И я подсмотрела идею образца у Татьяны Кельмяшкиной. Точно так же здесь оставлена одна ниточка, просто она еще не распущена, ровно с той же мыслью, да, что я буду вязать по кругу, поэтому образец я вязала по кругу. Постираю, распущу, разрежу и уже нормально померю, измерю до, после. Наверное, надо сначала распустить, потом постирать, чтобы понимать, как он растягивается, вытягивается. Но в любом случае можно попробовать вот посмотреть, насколько это другое полотно, насколько оно вот просвечивается, насколько оно не очень красивое. Что я здесь тебе сделала? Резинка 2 на 2, лицевая гладь. По бортам платочка, которая у меня периодически сбивалась, потому что я забываю лицевую или изнаночную вяжу. Что-то типа мережки с накидами, да, дырочки накидом. И так как муж мне сказал, что он лицевую гладь не хочет, я решила еще связать ему, чтобы посмотреть, рис и двойной рис. Может быть, он скажет, что он хочет перчатки не резинкой, а рисом или двойным рисом. Я бы, конечно, предпочла, чтобы он хотел всю лицевой гладью, но вчера ночью, засыпая и посмотрев очередной мастер-класс на тему того, как вязать перчатки, я вроде придумала, как мне разложить петли с резинки с пальцев в тыльную сторону ладони. В любом случае, если совсем ничего не получится, скажу ему, что, друг мой, выбора нет. Я не настолько скилловый человек, мне не хватает навыка, поэтому будут у тебя перчатки вот такие неинтересные. И, не знаю, резиночка будет только до пальцев. В общем, я надеюсь, что разница между стиранным и не стиранным образцом очевидна. Прямо сейчас я бы сказала, что поставьте колокольчик, чтобы увидеть мои следующие видео, потому что я очень хочу выпустить видео об этих перчатках, что получилось, что не получилось, вообще связались, не связались. И сегодня, когда я закончу снимать это видео, я пойду стирать вот этот образец, но я постираю еще второй раз вот этот. Я хочу посмотреть, что с ним произойдет после второй стирки. И, соответственно, вступительная часть про перчатки, где я буду рассказывать про условные расчеты, или показывать вот этот образец уже постиранным, оно будет, по крайней мере, оно планируется. Про эти бобинки я вам рассказала. Давайте перейдем ко второй части этого видео и вместе с вами откроем еще 2 бобинки. Дело в том, что еще в середине осени я заказала вот эти 2 бобины. Как вы видите, они вообще запечатаны, заклеены. Я их не раскрывала. Да, очень хочется не светить адрес. Хотя я, конечно, та еще звезда Ютуба. И они у меня так и лежат. Цвет у них называется бычья кровь. И после того, как мне пришел вот этот вот тил, который вообще не тил, ну вот вообще не тил, да, то есть он, ну, не похож, скажем так, нет, он тил, но он не похож на картинку. Я уже немножко боюсь того, что там будет. С одной стороны, мне очень хочется красивый, насыщенный бордовый. С другой стороны, с фразой «бычья кровь» я не удивлюсь, если там просто ржавый красный. Поэтому с вашей моральной поддержкой и вот этими чудесными ножницами я приступлю к открытию, и давайте посмотрим, какой там цвет. Сразу скажу, что, учитывая искусственное освещение, наверняка вам цвет будет передаваться неправильно, но я справлюсь, я либо ставлю фотографию с цветом, то есть давайте еще раз запечатлим, какой должен был быть цвет
согласно сайту, вот здесь. Да? Сейчас мы посмотрим, какой он есть, и если будет необходимость, я вставлю вам потом фотографию, либо в интернете найду приближенную, либо световые условия будут к нам благосклонны. Поехали. Боже, неужели наконец-то избавлюсь от вот этой вот упаковки, которая у меня уже лежит, наверное, месяца 2. Подсматриваем. Смотрите как. Ну, я вам хочу сказать, что в отличие от предыдущих бобинок, эти бобинки у вас передаются практически один в один, и я уже очень рада. Это бордовый. Я готова сказать, что это насыщенный винный. Я готова сказать, что у вас он довольно хорошо передается. То есть в жизни мне его камера высвечивает чуть сильнее, но в принципе он довольно реалистичен по сравнению с предыдущими бобинами. Я вторую доставать не буду, потому что она ровно такая же. И эта бобинка по составу абсолютно идентична предыдущей. У нее тоже нет никаких обозначений. Вот ее плюс-минус хорошо видно вот так. Да, если она поближе или подальше, она становится еще темнее. Да, вы знаете, на удивление, вот красный передается довольно хорошо. Я считаю, что это просто победа, потому что это очень красивый бордовый цвет. Или винный. Я не сильна в названиях. Но лично я очень довольна, потому что я себе этот цвет брала для набора аксессуаров под свое пальто. Пальто я вам покажу в следующем видео, когда буду, собственно, из вот этой бобины что-то вязать и делать. Я, честно говоря, не готова сейчас идти за пальто. Оно тяжелое, но поверьте, что по цвету оно очень-очень-очень близко. Мало того, мой главный подарок, который я себе сделала в этом году на Новый год, а это шикарные туфли парадно-выходные, тоже очень близки к этому оттенку. Так что я могу себе связать, например, джемпер. Я тоже заказала полкилограмма, так что мне должно хватить с таким-то метражом 750 метров на 100 грамм. И в одну, и в две нитки мне должно хватить как минимум на одно плечевое изделие. У меня, конечно, такая мысль роется, а что если сделать вот так? А что если попробовать обмануть? Ну, скажем так, цвет становится синей бобины лучше и ближе к оригиналу, но я не знаю, насколько вы это заметите. То есть, видите, он немножечко так как-то зеленеет. Да? Не синеет, а зеленеет. Ладно, в любом случае, вот этим я очень довольна. Цвет меня абсолютно устраивает. Еще раз скажу, что они называют это бычья кровь. Но для меня он абсолютно идеален, потому что он очень хорошо подойдет под мое пальто. Даже если он не в тон, это все равно второй оттенок того, что мне было нужно. Ну что ж, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы хотите узнать, получится ли у меня связать перчатки по мастер-классу из интернета, если вы хотите узнать, какой рисунок выберет мой муж и что вообще произойдет с вот этим чудесным образцом после стирки, и наблюдать мои продвижения в вязании, то оставайтесь на канале, можете даже подписаться. Я буду очень благодарна подписчикам. Мало того, я пообещала сама себе, что как только на этом канале будет 1000 подписчиков, я начну снимать влоги лицом в кадр. Потому что я, в принципе, считаю, что 1000 человек, которые ждут мое видео, абсолютно точно заслуживают того, чтобы я повернулась к ним лицом. Иначе как-то уже даже непривычным и неприличным. Я пойду стирать вот этого товарища. Боже, ну как же можно такое с цветом делать? А? Ну, безобразие какое. С ним же постирается малыш, потому что хочу 2 стирки. Уже завтра они подсохнут. Мало того,
Вот эти носочки здесь лежат не просто так. Завтра я пойду отдавать их заказчице. Кстати, вот на зеленом прекрасно видно, какой цвет, понимаете, у этого дропса. Это дропс, насколько я помню, Непал. Носочки связанные на заказ. И они завтра пойдут к владельцу. Они уже постираны, они были готовы еще до Нового года, но заказчица не успела их забрать. Поэтому они вот тут вот так лежат красивенько, не отсвечивают или отсвечивают. Но у меня есть коварный хитрый план, так как у меня вот этой вот пряжи много, да и вот этой много. Но из вот этой есть постиранные образцы. Я думаю, что я завтра вот эти два захвачу, потому что вот этот наверняка уже высохнет. Мне главное не забыть его замерить сейчас. За кадром, конечно, я буду это делать, потому что, не очень удобно с лампой на столе. Вот это все немножко мешает. В общем, я его замерю, напишу размеры до стирки, напишу после. Обязательно утвержу с мужем, что вот он готов на спицы 2,5, а то он может сказать, что нет, 2 и только 2, никак иначе. Такое тоже может быть. Скажет и скажет, ничего страшного. А в любом случае, я пошла дальше заниматься бобинной пряжей. Подписывайтесь на канал, потому что дальше у нас лучшая пряжа мира — кашемир. Всем пока!